Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Гринбенди, и в этом видео мы сделаем обзор проекта Conflix, токен CFX, посмотрим, какие у него могут быть цели на этом альт-сезоне, бычьем рынке, разберем команду, с кем у него партнерство, зачем этот токен нужен и что там вообще происходит в этой экосистеме. Поэтому заранее поставьте видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы погнали! Давайте начнем с графика проекта. Цели мы по проекту поставим в конце видео, чтобы каждый досмотрел до конца. Обязательно поставил лайк и подписался, потому что проект очень интересный, к нему стоит присмотреться, поэтому цели мы оставим напоследок. Давайте посмотрим график. У нас токен уже давал рост на 2000%, то у нас было партнерство с China Telecom, одной из самых крупнейших телекоммуникационных компаний в Китае. Также тут был рост у нас на 400%, и сейчас токен находится у нас практически на дне. То есть, если вы думаете его покупать, опять же, делайте всегда свой ресерч, я делюсь лишь своим мнением, то сейчас неплохая точка входа, потому что токен находится практически на днище. Не прям как тут было дно, но тоже, в принципе, неплохо. Вообще, у него пик был $1,7. Это график у нас Binance, 1,8 тут показывает. Но был где-то 1,7, 1,8, но окей. Вот, такой вот интересненький токен. График у нас сейчас в накоплении. Получается, как бы ничего особо интересного сейчас не происходит. Были какие-то пампы краткосрочные, но в целом у нас в боковике пока двигается токен. Поэтому неплохая возможность, чтобы его накапливать, если его вы собираетесь покупать. И почему стоит вообще присмотреться к Conflix? Начнем с того, что это первый официально легитимный блокчейн-проект в Китае, который государство тоже поддержало. То есть, как вы знаете, вот в Китае у нас запрет на криптовалюту, как бы нельзя майнить, нельзя торговать, другие операции с криптой, но Conflix у нас одобрен в Китае, то есть хранить крипту в Китае у нас можно, торговать, майнить и делать операции с криптовалютой нельзя. Так вот получается, что такие вот двойные стандарты, что какой-то блокчейн-проект у нас официально в Китае действует, это Conflix, им можно пользоваться, им пользуются люди, он то есть интегрирован в систему Китая, его используют в платежах, далее это все разберем. Но при этом другая крипта запрещена. Такие вот законы в нашем мире. У меня такие мысли, что Китай разбанит криптовалюту рано или поздно, потому что США активно показывают свою позицию про криптовалютную, что они за крипту топят резервы, все это законы принимаются. Китай не будет стоять в стороне, понимаете? Если США заберет себе большую часть доли рынка криптовалюты, то Китаю потом будет очень сложно догнать. И рано или поздно Китай включится в эту гонку. Они уже как бы в этой гонке участвуют, но не открыто. То есть у них есть запасы свои биткоина и, возможно, каких-то других криптовалют, но они это не афишируют. И при этом запретили для обычных пользователей пользоваться криптой. Но мне кажется, что Китай скоро прям официально объявит, что вот мы за крипту, потому что экономику стимулируют. Обычно стимуляция экономики приводит к росту, но это все отыгрывает на дистанции. Вот недавно в Китае завезли, сейчас разберем эту новость, там то ли $400 миллиардов на стимуляцию экономики. Я точно не помню, сейчас посмотрим это все. И эта стимуляция экономики способствует росту. И мне кажется, под это еще могут одобрить криптовалюты, то есть криптовалюты будут расти, экономика Китая будет расти, все будет развиваться, и за счет этого будет очень мощный альт-сезон. За счет большого притока ликвидности. Как бы так всегда происходило. У нас альт-сезоны всегда были за счет того, что у нас большой приток ликвидности, деньги печатаются, пониженные ставки. И все растет. Вот, соответственно, еще одна новость, которую я опубликовал в своем телеграм-канале Bendy Gang, поэтому обязательно подпишитесь, ссылочка в описании, чтобы не пропускать топовую информацию по криптовалютам. Китайский суд признал законным владение криптовалютой, она является собственностью, то есть владеть криптовалютой в Китае можно. Торговать и майнить нельзя. Вот такие вот интересные законы. Даже не 400 миллиардов, я сказал, стимуляция экономики, а 1 триллион 400 миллиардов долларов стимуляция экономики страны. И вот эта сумма, она отыграет на дистанции. Вот это когда была новость? Это была у нас новость 8 ноября 2024 года. То есть совсем недавно, можно так сказать, несколько месяцев назад. Но это все отыграет на дистанции. Стимуляция экономики всегда отыгрывала на дистанции. Поэтому рынок Китая расти, а вместе с этим будет приток ликвидности в криптовалюты китайские. Потому что в Китае есть свои биржи, допустим, такие биржи, как HTX, Huobi, она у нас китайская, OKX, тоже у нас китайская, зарегистрирована в Гонконге на Сейшельских островах, Gate, KuCoin, MEX, Hashkey Exchange вообще в Гонконге базируется, OSL Exchange, вот эту биржу я не знаю, но в целом в Китае даже есть свои биржи, которые функционируют активно. Также Китай вступает в гонку с искусственным интеллектом, DeepSeek, который тогда рынки все дропнул, тоже, поэтому Китай будет развиваться, и за китайскими блокчейнами стоит следить, так как будет стимуляция экономики, и китайские блокчейны будут стимулироваться вместе с экономикой Китая и расти вместе с акциями, поэтому я вообще хочу сделать отдельное видео про топ-5 китайских блокчейнов, если вам будет оно очень интересно, напишите в комментариях, обязательно сделаю это видео. И давайте поговорим про сам блокчейн Conflix, что это за блокчейн такой? Это у нас Layer 1, как Solana, Ethereum, либо Bitcoin, то есть такой вот блокчейн первого уровня.
Он у нас публичный, разработан с целью обеспечения высокой производительности и масштабируемости децентрализованных приложений, то есть чтобы приложения работали быстро, там низкие комиссии. Если простыми словами, то он создан для быстрых приложений, чтобы проводить моментально транзакции с низкими комиссиями. Проект действует уже с 2018 года, то есть он старенький, но при этом удаленький, и у него очень уникальный механизм консенсуса 3Graph. Если у нас есть Proof of Work, то есть мы добываем, майним биткоины, есть Proof of Stake, эфириум мы стейкаем, чтобы получать, то 3Graph это у нас смешанный консенсус. Получается, мы можем и майнить, и стейкать, и получать токены Conflix. Такой вот интересненький механизм консенсуса. Честно, не знаю, есть ли такие блокчейны, но вот такой вот блокчейн с таким вот механизмом консенсуса существует. Как я говорил, что Conflix получил официальное одобрение и поддержку со стороны китайских властей. Это стало возможно благодаря акценту проекта на развитие блокчейн-технологий и его соответствию нормовым правовым требованиям страны. Conflix сотрудничает с правительством Шанхая и провинции Хунань, это если что, не матерился, а также получает инвестиции от таких фондов, как Sequoia China и Beidou Ventures. Также DWF Labs тоже занес денежки в данный проект. Так, в отличие от традиционных криптовалют, деятельность которых в Китае ограничена, Conflix фокусируется на создании инфраструктуры для децентрализованных приложений и смарт-контрактов. То есть проект у нас развивает Web3, интернет будущего, скажем так, криптовалюты, это все в Китае, и это все официально с разрешением правительства Китая. Давайте разберем сам токен CFX. Он является нативным токеном CD Conflix, то есть у каждого Layer 1 блокчейна есть свой токен, у эфириума это эфир, у Solana это Solana, биткоин это биткоин, соответственно. И зачем используется CFX, какое у него применение, utility? Это оплата транзакционных сборов. Ну, это понятно, что если ты проводишь транзакцию, ты должен заплатить комиссию. В сети Conflix комиссия в токенах CFX. Потом вознаграждение за майнинг и стейкинг. Как я говорил и ранее, мы можем токены и майнить, и стейкать. И вознаграждение тоже у нас в токенах CFX. Управление сетью, то есть держатели могут принимать решения. Есть DAO-система, в которой чем больше у вас токенов, тем весомее ваш голос, и вы принимаете решения за какие-то изменения в сети. Аренда хранилища. Вот это интересная тоже тема. Токены используются для оплаты хранения данных в сети, что особенно важно для децентрализованных приложений. То есть вы можете купить хранилище для данных за токены CFX. Помимо этого, он имеет партнерство с China Telecom. В 2013 году вот как раз таки тот памп, который на 1900% токен улетел. Это благодаря China Telecom. Это у нас топовая компания в Китае. Она у нас получается такая вторая по величине в Китае. И они сотрудничают для создания сим-карты на блокчейне. То есть они создают сим-карты на блокчейне. Это все уже работает. Блокчейн внедрен в real life, скажем так. Потом вот с этим приложением, я постараюсь его прочитать. Каким-то вот таким приложением сотрудничает Conflix. Это у нас китайская соцсеть типа Инстаграма. Она тоже очень популярна, там огромное количество людей ей пользуются. И CFX внедрен в эту сеть, направлен на развитие, интеграцию NFT-технологий, позволяя пользователям создавать и обмениваться цифровыми активами. Такое вот тоже возможно в Китае, где запрещена криптовалюта. С Layer Zero партнерство, The NS Connect, честно хз, что это за проект. И партнерство с проектом Witch, это у нас NFT-платформа. То есть активно токен развивается, и есть топовые партнерства, и он строится... Давайте разберем сейчас команду проекта, перейдем на его сайт, посмотрим, что там вообще есть, что там уже функционирует на данном проекте. Вот так выглядит сайт, максимально простенький, непримечательный. Здесь можно почитать, то есть безопасность, высокая пропускная способность, масштабируемость, встроенный стейкинг, низкие сборы, совместимы. То есть он, кстати, совместим с EVM, то есть вы можете Conflix сеть интегрировать с MetaMask и в MetaMask пользоваться, либо на OKX свалите, я тоже вам потом это все покажу, но пока что разберем сам сайт. Экономика, можно все это прочитать, есть документация, то есть для разработчиков есть документы и разные другие документы. Для разработчиков тут все находится, те, кто хотят изучить, можете более подробно изучить. В экосистему можно перейти, посмотреть, что у них там есть. Вот, соответственно, на каких биржах он базируется, на многих топовых биржах уже есть токен, потому что токен с 2018 года торгуется. DeFi экосистемы, то есть протоколы, в которых можно использовать токен. Инфраструктура, аналитика для разработчиков, NFT, партнерство. То есть неплохая экосистема, уже что-то есть, и на этом проекте функционирует, и с этим проектом взаимодействует. Это круто. Тут можно даже прочитать про миссию, нажимаете About, Mission, тут можно это все почитать, перевести на русский язык. И давайте посмотрим команду. Скажу так, я изучал команду, это очень мощные ребята, это чуваки с топовым образованием в лучших китайских вузах, то есть эти ребята такие задроты, можно так сказать, и они в своем деле шарят и очень хорошо разбираются, поэтому этой команде можно доверять, тем более, что китайское правительство их официально подтвердило, что да, ребята, можете дальше делать, даем вам зеленый свет. Твиттер проекта насчитывает 124 тысячи читателей, то есть не так много, но для китайского проекта в принципе нормально. Активность тут слабоватенькая, 1000 просмотров всего лишь, иногда даже комментов нету, мало лайков, мало комментариев, как бы активность, да, слабоватенько, но опять же, вы сами видели, где находится цена токена. Обычно люди когда приходят, когда токен растет, а тогда, когда нужно его накапливать, покупать, они это не делают. Вот с Bitmarp, сотрудничество с биржей,
Короче, тут движуха тоже несется, посты публикуются, какие-то партнерства, что-то на китайском непонятно, но движ есть. Twitter Score у нас 60, это неплохо, это у нас good, хорошо. На проект Conflix подписаны в Твиттере популярные инфлюенсеры, Gitcoin, паспорт подписан, NEAR протокол подписан, люди из тир-1 фондов, тир-2 фондов, экосистемные подписчики, Ethereum, Solana, Aptos, Cosmos и другие инфлюенсеры тоже подписаны на данный проект в Twitter. Опять же, давайте перейдем к тому, как хранить. Есть специальный кошелек для Conflix, это у нас Fluent Wallet, можете им пользоваться, скачать его, нажимать Add to Chrome. Чтобы пользоваться кошельком, вам просто нужно перейти на сайт Conflix, нажать Create Wallet, вас перекинет на эту страницу, создаете кошелек и депозите туда свой Conflix, который вы купили на бирже. Но это неудобно, кто пользуется вот Fluent Wallet. Чисто для одного токена заводить кошелек, ну, неудобно, поэтому можно интегрировать Metamask либо OKX Wallet. Чтобы добавить сеть Conflix в Metamask, вам нужно перейти на Chainlist, нажать Connect Wallet, подключить свой кошелек и добавить Conflix в сеть, и тогда вы сможете пользоваться токенами Conflix в Metamask. Но я вам не рекомендую пользоваться Metamask, потому что это самый галимый, самый неудобный кошелек. Есть OKX Wallet, максимально простой, нажимаете получить, пишите CFX, и вы можете задепозитить токен. Не надо никакую сеть добавлять, что-то вот это мороки, на какие-то левые сайты заходить. Зашли в кошелек, нажали депозит, внесли депозит, токен у вас на балансе. Metamask, просто забудьте про этот кошелек, у меня есть обзор на канале OKX кошелька, максимально самый лучший кошелек, которым я когда-либо пользовался, и вам рекомендую. Это не реклама, там даже ревки нету, поэтому рекомендую от души. Из интересного, что могу сказать, это по ончейну можно посмотреть, у нас большая часть эмиссий находится в руках топ-100 холдеров. 93% удерживают киты данного токена, и значит, что им выгодно раскачать цену. Видите, за последние 7 дней нет никаких изменений. Тут вот минус 12 миллионов, вот здесь вот покупали киты, добавляли токены на свои балансы. То есть в целом большая часть держателей они держат. И им выгодно раскачать сумку, токен на дне, им уже некуда его дампить, что, куда, в минус продавать или что. Они будут качать данный токен, и есть два крупных кошелька, это скорее всего кошельки разработчиков, которые держат большую часть токенов. Но в целом токены находятся в одних руках, значит им скорее всего выгодно раскачать цену, чтобы слить свои токены на других ценовых диапазонах. По инвестициям, как я говорил, тут есть у нас Sequoia Capital, это у нас тир-1 фонд, TWF Labs и разные другие фонды тоже проинвестировали в данный проект. Капитализация всего лишь 461 миллион. Это немного для такого проекта, тем более китайский официальный легитимный блокчейн. Он может еще очень дорого стоить, будет переоценен. И давайте с вами посмотрим, как он, куда он может прийти, на какие отметки, поставим по нему цели. Также хочется сказать, что 90% токенов уже находится в рынке, то есть новые токены не будут поступать, не будут дампить цену. Все, что у нас находится в рынке, у нас порождает спрос и предложение, и далее у нас реализуется цена, которую мы видим за счет спроса и предложения. Что, вот он график CFX, с которого мы начинали. Вернемся к нему еще раз. Что мы тут видим? Мы видим накопление, как я вам сказал. У нас огромное накопление в боковое такое движение с некоторыми пампами, с отскоками, скажем так, на 2000% практически, на 440% было. Сейчас мы находимся прям возле дна. Куда мы можем прийти? Нам это может помочь инструмент Fibonacci. Давайте посмотрим по этому импульсу, то есть берем от начала импульса, точнее от его конца до начала, натягиваем Fibonacci и смотрим, куда мы можем прийти. Уровень Fibonacci 1.618 упирается как раз таки вот в эту вершину, то есть это вполне вероятно, что мы сюда дойдем. Из текущих, давайте посмотрим, сколько это процентов роста. Давайте берем так вот, натягиваем линеечку, это у нас 800 практически процентов роста. Неплохо так-то, но мы можем пойти даже выше. Я бы ставил консервативную цель по данному проекту, потому что все-таки пока в Китае крипта не разрешена, если в Китае крипту официально разрешат, я думаю, что так будет, это в любом случае на дистанции случится, то да, этот токен может стоить гораздо дороже. Но пока этого не произошло, то я думаю, пока что максимальная цель это 83 цента. Если разбан крипты в Китае происходит, что будет в любом случае на дистанции, то это могут быть цели, допустим, $1.28, это у нас 1262% с текущих и так далее. Он может стоить очень дорого, как бы переоценка активов в крипте это нормальная тема. Поэтому как минимум первая консервативная цель ставим здесь, но вообще лучше на X2 забирать вложенные. То есть если вы купили, токен дал X2, вы забираете вложенные и сидите с бесплатными монетами, кайфуете. Вот такое вот у меня мнение по данному токену. Такие вот у меня цели. Разобрали сегодня команду, посмотрели другие разные статистики, зачем используется токен, кто за ним стоит. И вы сами проводите свои собственные исследования, потом только принимайте решение о покупке. Я лишь вам подсветил информацию, дальше вам думать, что с ней делать. Если этот видос был полезен, то воткните ему лайк, подпишитесь на мой канал, делитесь с друзьями. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!